Всем привет! И сегодня я снимаю видео на тему животных. Если вы так же, как и я, живете в Донецке, и у вас нет возможности заказать какие-то там принадлежности для своего животного с других стран, то я сегодня расскажу, с какого сайта можно заказать и что. Итак, первое, что обязательно нужно для вашей собачки, это лежак. Лежанка еще можно называть, но это нужно для того, чтобы у собачки было свое место. Ее ни в коем случае нельзя ложить к вам в кровать, потому что она к этому привыкнет, и потом, если вы вдруг захотите, чтобы она имела свое место, то она не будет туда садиться, потому что ей там будет некомфортно. Поэтому сразу же с малого возраста собаку нужно приучать к ее месту и покупать ей лежанку. И второе, это обязательно миски. Миски желательно, конечно, брать не пластиковые, а железные, металлические, с прорезиненным дном, чтобы с прорезиненным дном, чтобы они не скользили. Вот, и, допустим, миска не опрокинулась, если собачка будет неаккуратно есть. А железные лучше всего, потому что это удобней и практичней. Они тяжелее, и поэтому собачке будет сложнее их опрокинуть. Третье, уже у нас третье, что нужно, это пеленки. Пеленки нужны, в принципе, можно их покупать только когда у вас щеночек, так как первые 4-5 месяцев щенка нельзя выводить на улицу, потому что у него карантин, и он может подходить к какой-то болезни, и из-за этого ваш щеночек даже может умереть. И пятое, что вам нужно, это, конечно, желательно, но слишком сильно не обязательно, это переноска. Переноска нужна для того, чтобы ваша собака чувствовала себя комфортнее, когда она переезжает, допустим, если вы в ветеринарную клинику поедете или еще там куда-нибудь. Собака будет, конечно же, чувствовать себя комфортнее, если вы посадите ее в переноску, но к переноске тоже нужно приучать. Дальше вам нужна также поилка. Поилочка, куда вы можете налить водички или насыпать корма. Допустим, если вы поехали куда-то, может быть, далеко куда-то поехали, но через некоторое время вы все равно приедете домой, вы можете взять с собой поилку в дорогу. Если вдруг собачка слишком захочет сильно пить, вы можете ее попоить из этой поилочки. Дальше вам обязательно нужен корм, но на первое время попросите корм у заводчика, который вам дает эту собачку, потому что щенку будет очень сложно переходить на какой-то другой корм. Потом, конечно же, вам нужна амуниция для собаки, это ошейник, поводок, шлеи всевозможные. Это нужно для того, это нужно даже тогда, когда вы только купили щенка, и несмотря на то, что он не может выходить на улицу, ошейник и поводок нужен для того, чтобы можно было приучить щенка, не то вы потом столкнетесь с проблемой, когда выйдете на улицу, то, что щеночек не приучен к этому всему, и вам будет очень сложно с ним гулять. Дальше щеночку нужны игрушки, которыми он может играться. Щеночек тоже хочет развиваться, ему тоже нужно развиваться, поэтому для щенка нужны игрушки. В принципе, также ему нужны средства для груминга. Что это такое? Это фурминаторы, пуходерки, расчески. Особенно если у вас длинношерстная собака, если короткошерстная собака, то тоже нужно, потому что она будет линять, все собаки линяют. И с помощью, допустим, фурминатора вы можете вычесать отмершие волоски, и будет хотя бы меньше шерсти будет лететь по квартире. Также собачке нужны лакомства для того, чтобы ее можно было дрессировать, либо поощрить за хорошее поведение. Также собачке нужен адресник. Если вдруг ваша собачка потерялась, человек, который ее найдет, может просто позвонить по номеру, либо может быть будет указан адрес электронной почты, отправить письмо, что ваша собачка нашлась. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!